Добро пожаловать на мой рукодельный канал. С вами Любовь. Сегодня продолжаю пошив постельного белья. Шить буду наволочки с ушками. Застежка будет на пуговицах. Пододеяльник и простыню я шила в предыдущих видео. Ссылку оставлю вверху в правом углу. Заходите, смотрите. Наволочку с ушками сделать проще, чем вы думаете. Вначале рассчитаю ткань на традиционную наволочку с клапаном. Мне кажется, это самый распространенный вариант. Сделаю расчет на размер 50 на 70 см, но изменив ширину, можно получить нужный вам размер. Откладываю ширину, в моем случае 50 см. Край нужно обработать. Беру на обработку 4 см. Дальше идет заднее полотно 70 см. Ушки 2 раза по 4 см. Это будет 8 см. Переднее полотно 70 см. Опять ушки 2 раза по 4 см. Беру 8 см. Длина клапана беру среднюю 20 см. И обработка второго среза тоже 4 см. Чтобы узнать всю длину отреза, нужно прибавить все значения. Получается 1 метр 84 сантиметра. Теперь поработаю с шириной. С каждой стороны добавлю ушки по 4 сантиметра. И на обработку среза будет достаточно 1 сантиметра с каждой стороны. Размер ушек я взяла 4 сантиметра. Можно брать любой размер на ваше усмотрение. Размер клапана тоже может быть разный. Все зависит от ваших предпочтений. Рассчитаю ширину отреза. Складываю все значения. Получается 60 сантиметров. Сейчас сделаю расчет ткани на наволочку с ушками, которая будет застегиваться на пуговицы. Размер подушки беру 70 на 70 сантиметров. Обозначаю ширину 70 сантиметров. Расчет начну с длины. На обработку среза возьму 5 сантиметров. Это будет первая планка для застежки. Дальше заднее полотно 70 сантиметров. Ушки 2 по 4 сантиметра. Это 8 сантиметров. Переднее полотно 70 сантиметров. Опять ушки 2 по 4 сантиметра. Получится 8 сантиметров. Клапан в этом случае будет небольшой, 2,5 сантиметра. И размер его должен равняться ширине планки для застежки в готовом виде. И осталась вторая планка для застежки. Ее размер такой же, как и первой планки, 5 сантиметров. Если суммировать все значения, получим длину отреза для наволочки. В моем случае это 168,5 сантиметра. Теперь ширина. С каждой стороны добавлю по 4 сантиметра на ушки и по 1 сантиметру на обработку срезов. Размер планки для застежки тоже можно изменить по своему усмотрению. Ширина получилась 80 сантиметров. Сборка обеих вариантов одинаковая, только в первом случае клапан будет большего размера. Подготовила отрез ткани длиной 168,5 см и шириной 80 см. Начну с обработки срезов по ширине. Загибаю 2,5 см и еще раз 2,5 см. Прокладываю строчку. Оформила планки для застежки с обеих сторон. Складываю заготовку лицом к лицу. Формировать наволочку начну с заднего полотна. От края откладываю 70 см. Это длина заднего полотна. Ставлю наметку. От нее откладываю 4 см. Это размер ушка. Ставлю наметку и по ней складываю заготовку. От этого края откладываю 4 см. Это размер ушка. Ставлю наметку. По наметке сгибаю заготовку. Начало одной планки на застежке должно совпадать с концом второй. Они должны заходить друг на друга. Фиксирую булавками и дальше соединяю срезы при помощи булавок. Прокладываю строчку. Вторую сторону формирую также. При стачивании срезов использовала трикотажную строчку, чтобы сразу обработать край. Этого можно не делать. Будет достаточно и обычной прямой строчки, потому что эти срезы будут внутри ушек. Планки на застежке совпадают. Это важно. Высекаю уголки и выворачиваю наволочку.
Выправляю уголки и швы, и теперь все нужно проутюжить. Все швы проутюжила. Со стороны застежки выровняла край и наметила 6,5 см. Это ширина ушка 4 см плюс ширина планки 2,5 см. Сколола булавками и заутюжила. Со всех 4 сторон нужно разметить ушки. Начну с этой стороны. Здесь разметка совпадает со швом. У меня ширина линейки 4 см. Прикладываю ее к краям и делаю разметку. Чтобы планки при стачивании не сместились, фиксирую их булавками. Прокладывать строчку начну от застежки. На планке поставлю закрепку, затем пройду по контуру. На второй стороне застежки опять поставлю закрепку. Отогну планку и дальше проложу строчку, ориентируясь на шов. Ушки готовы. Нитки у меня в цвет ткани. Шов не очень заметен, но надеюсь, что будет понятно. Здесь идет шов, который сформировал ушко и заход на застежку. На нем пришью пуговицы, а на этой планке будут петельки. Хочу обратиться с просьбой к своим зрителям. При выполнении петли в автоматическом режиме у меня одна сторона выполняется хорошо, а вторая очень редкая. Я знаю, что можно отрегулировать частоту стежка с каждой стороны, но на своей машине не могу найти этот регулятор. Инструкцию читала, там этой информации нет. У меня машина PFAF Hobby 1142. У кого такая же машина, подскажите, регулятор в этой модели присутствует или он не предусмотрен производителем. Заранее благодарю. Делать петли я приспособилась. По второй стороне добавляю еще шов в ручном режиме, но хотелось бы пользоваться этой функцией в полном объеме. На вторую планку пришила пуговицы. У меня собралось много пуговиц после того, как я распарывала мужские рубашки. Вот нашла им применение. Такая застежка может надежно зафиксировать подушку внутри. Расположение застежки у края позволяет пользоваться подушкой с обеих сторон. Надела наволочку на подушку. Полностью подушка под камеру не помещается, покажу как есть, а это со стороны застежки. От пошива постельных принадлежностей у меня остались небольшие кусочки. Из них хочу сшить наволочку на вторую подушку поменьше, ее размер 50 на 70 см. Из тканей компаньонов сделала лоскутный блок. Как его собрать, можно посмотреть на моем канале. Ссылку на видео оставлю. Взяла кусок ткани от пододеяльника и к нему пришила ушко из ткани для наволочки. Из этой же ткани вырезала кусок, недостающий до размера переднего полотна наволочки. Соединила с заготовкой и между ними вставила лоскутный блок. Чтобы закрыть изнаночную сторону лоскутного блока, отгибаю на сторону основной ткани, закладываю припуск и прокладываю шов. Собрала полотно для пошива наволочки. Его размер 78 см на 1,27 см. Рассчитывала его не по длине, как в первом варианте, а по ширине. Собрала переднее полотно 52 на 78 см и от него в обе стороны добавила отрезы ткани недостающего размера. Я их собрала из кусочков. По краям оформила планки для застежки. Размер в этом случае решила сделать побольше, будет 3 см в готовом виде. Вот это переднее полотно. Стачала его с задним полотном трикотажным швом. Припуски заутюжила в сторону ушек. Этот припуск тоже заутюжен в сторону ушек. Начинаю сборку. Это переднее полотно, ширина 50 см. Кладу лицевой стороной кверху. В каждую сторону от швов соединения откладываю по 3 см. Это ширина ушек. Ставлю наметки. По наметкам загибаю, выравниваю по краю и фиксирую булавками. Загибаю второй край, выравниваю и скалываю. Планки застежки накладываю друг на друга. На второй стороне все повторяю в том же порядке. Прокладываю строчку. Я проложила трикотажную строчку с обработкой края. Повторюсь, можно обойтись прямой строчкой. Высекаю уголки. Выворачиваю изделие на лицевую сторону. Выправила уголки и швы. Проутюжила с паром.
Совмещаю планки для застежки и скалываю булавками. Так удобнее будет делать разметку для ушек. Размечаю ушки шириной 3 см. С 3 сторон они идут по шву, а с 4 делаю разметку с лицевой стороны. Прокладываю строчку по разметке. Дальше шов в шов. На планках поставлю закрепки. Строчку прокладывала не спеша, старалась попадать точно в шов соединения деталей. Хочу показать изнанку наволочки. Все срезы закрыты, припуски остались внутри ушек. Осталось проутюжить изделие и доделать застежку. Наволочка готова. Застежку сделала тоже на пуговицах. При желании можно поставить кнопки. Ширина застежки в этом варианте больше. И смещена застежка от нижнего края немного вверх. Место для застежки можно выбрать любое. Но если она будет расположена ближе к краю, можно будет пользоваться обеими сторонами подушки. Благодаря такому способу сборки ушки на наволочке получаются по всему контуру из основной ткани. Выделяется декор на передней панели. Мне так нравится больше. Если делать сборку по длине, как в первом варианте, то декор будет частично продолжаться на ушках. На передней панели основная ткань идет цельным куском. С обратной стороны полотно собрано из небольших кусочков. Финальный просмотр. Надела наволочку на подушку. А это со стороны застежки. Еще один проект завершен. Добавила 2 наволочки разного размера к первому комплекту постельного белья. В следующем видео планирую сшить наволочку на молнии ко второму комплекту. Жду ваших комментариев. Пишите, какими наволочками вы любите пользоваться. С клапаном, на кнопках, на пуговицах или отдаете предпочтение молнии. Если остались вопросы, пишите. Постараюсь ответить. Вопросов нет, тоже пишите. Надеюсь, мое видео будет полезно тем, кто делает свои первые шаги в шитье и любит шить постельное белье своими руками. Шейте для себя, своих близких, делитесь видео с друзьями. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.